улице Миллионная, на входе в здание нового Эрмитажа. Кстати, под улицей Миллионная мы также сегодня с вами пройдем. И вообще Атлантов можно назвать, наверное, еще одним неким символом Петербурга. А в этом сером доме можно было встретить многих выдающихся творческих людей, таких как композиторы Сергей Прокофьев, Сергей Рахманинов или, например, оперный певец Федор Шаляпин, что жил неподалеку, по соседству, в доме, что уже сейчас справа от нас, зеленого цвета с треугольным фронтоном. А перед нами торговый мостик, и справа за ним нарядное зеленое здание. Здесь размещается один из известнейших в России и в мире театров оперы и балета. Это Государственный академический Мариинский театр. Театр ведет свою историю от основанного в конце XVIII века по указу Екатерины Великой Большого театра, здание которого было позднее перестроено под консерваторию. А нынешнее здание театра было выстроено в XIX веке по проекту архитектора Калласа, а назван был театр Мариинский в честь императрицы Марии Александровны, супруги императора Александра II. Слева от нас здание новой сцены театра, открытое не так давно, в 2013 году. Из старого здания в новое можно попасть по надземному переходу, который только что был прямо над нами. А перед нами мост декабристов и проходящая по нему одноименная улица. Декабристам в Петербурге посвящены и еще некоторые места и памятники. Ну, например, обелиск на Кромверском проливе за Петропавловской крепостью, который сегодня мы увидеть не сможем, но саму Петропавловскую крепость все же увидим и выйдем в акваторию Невы. С правой стороны канала располагаются еще два доходных дома, в которых проживали многие знаменитости, работавшие в разное время в Мариинском театре. Так, например, здесь проживал оперный певец Федор Стравинский с сыном, композитором Игорем Стравинским. А вообще в Коломне в разное время жили Достоевский, Тютчев, Блок, Зодчин Карл Иванович Росси и даже великий русский полководец Александр Васильевич Суворов, который за всю жизнь не проиграл ни одного сражения. Сегодня в дальнем угловом доме находится выставочный центр «Петербургский художник». Ну, а если мы заглянем за следующий Матвеев мост, то за мостом и за деревьями чуть правее можно увидеть красно-кирпичные стены острова Новая Голландия. Авторство современного названия где-то приписывает самому Петру Первому. Оно было самым подходящим, поскольку первоначально Голландией называли место около Адмиралтейства, где хранили корабельный лес. После пролетия водопроводных двух каналов образовался новый рукотворный остров, на который перенесли хранилище леса и стали это место называть Новой Голландией. Также Новая Голландия служила и военным портом России, который был основан лично по указу Петра I. В XIX веке на западной стрелке острова было построено и кольцеобразное здание морской тюрьмы, которое получило в народе название «Бутылка». Отсюда и пошло выражение «лезть в бутылку». А сегодня Новая Голландия – это один из культурных и развлекательных центров Петербурга. Здесь можно найти различные спортивные площадки, кафе и зоны для отдыха. А мы с вами уже на Волге, и сейчас перед нами романтическое место для влюбленных – это поцелуев мост. А поездникам, если поцеловаться под этим мостом и загадать желание, то оно обязательно исполнится. А мы постепенно возвращаемся в парадный Петербург. И впереди уже показался купол уникального архитектурного шедевра. Это Исаакиевский собор, особняк главного создателя которого, Аугуста Монферрана, расположен совсем неподалеку, с правой стороны, у следующего мостика на нашем маршруте. А уже чуть ближе с правой стороны
можно видеть здание желтого цвета с белыми колоннами. Это дворец княжеского рода Юсупова, о котором мы сегодня еще вспомним чуть позже в ходе наших работ. Интерьеры Юсуповского дворца на койке действительно просто поражают своей роскошью, изысканностью и богатством. Но дворец этот вписал и трагическую страницу в историю России, как место убийства в декабре 1916 года старца Григория Распутина. Напротив Юсуповского дворца слева от нас протяженное бежевое здание, на месте которого располагалась Ильича Ломоносов, прямо на руинах общественных бань. Правда, бани тогда, конечно, разрушил не сам Ломоносов. А вот за своим особняком ученый разбил фруктовый сад и основал обсерваторию, откуда наблюдал за звездным небом. Неподалеку с левой стороны, за этим протяженным бежевым зданием на месте особняка Ломоносова, также проходит улица Почтамтская, которая ведет к старинному городскому почтамту. А вот впереди одноименный Почтамтский мостик. И вот сейчас с правой стороны прямо на мостика можно заметить невысокое двухэтажное желтого цвета здание. Это особняк того самого Огюста Монферрана, француза, который посвятил практически всю свою жизнь, 40 лет жизни, строительству Исаакиевского собора, купол которого мы все еще могли видеть впереди, вдалеке, а совсем скоро сможем увидеть его прямо слева от нас. Были у Монферрана, конечно, и еще некоторые проекты в нашем городе, но Исаакиевский собор все же самый масштабный из них. Ну-ка, давай, еще раз вылезь. Да, вот сейчас, друзья, вы могли убедиться, насколько низкие мосты в нашем городе действительно может быть предельно реально осторожными, потому что травмироваться здесь не составляет труда из-за такого низкого уровня расположения мостов. Ну, а мы продолжаем, и вот сейчас впереди уже следующий мостик, который носит название фонарный, от фонарных мастерских и фонарного идейного клуба, которые располагались неподалеку в одноименном фонарном переулке. Вообще, надо сказать, что фонарей в нашем городе такое большое множество, и настолько они разнообразны, что этому можно посвятить даже отдельную экскурсию. Надо сказать, что не все улицы Петербурга сразу имели свои названия. И чтобы лучше ориентироваться в городе, мосты раньше красили в разные цвета. Каждый раз, когда мосты перестраивали, красили в первоначальный цвет. Так оригинальные названия цветных мостов и дошли до наших дней. А вот синий мост, который уже показался впереди, является самым широким в Петербурге. Его ширина около 100 метров. Сейчас обратите внимание, прямо у синего моста с левой стороны из гранитной набережной вырастает обелиск, на котором изображены 5 колец, показывающих уровень подъема воды при самых сильных наводнениях. Самое высокое произошло в 1824 году. Но сегодня наводнения Петербургу, конечно, уже не грозят, поскольку город надежно защищен системой специальных гидротехнических сооружений. А то самое высокое наводнение описано в одном из произведений Пушкина. Это поэма «Бедный всадник». А сейчас за обелиском с левой стороны уже можно видеть то самое знаменитое творение Огюста Монферрана. Это Исаакиевский собор. Крупнейший православный собор Петербурга и одно из крупнейших купольных сооружений мира. Общая масса собора составляет 300 тысяч тонн.
И его еще иногда даже называют музеем цветного камня. Интерьеры его декорированы белым, желтым и зеленым мрамором, а также яшмой и порфиром. Со своей обзорной площадки на колоннаде на высоте 43 метров собор предлагает нам полюбоваться панорамными видами города. А прямо перед собором конная статуя императора Николая I, выполненная скульптором Петром Карловичем Плотным, о котором мы сегодня с вами еще вспомним. А вот сейчас мы заходим под синий мост, и будьте внимательны, потому что этот мост тоже очень-очень низкий. Ну а впереди следующий цветной мост. Это мост красный. А слева около него заветное здание с башенкой, увенчанной посохом бога-торговли Меркурия. И это неспроста, поскольку в 1907 году здесь был открыт магазин у Красного моста торговой маркой Эздерса и Скейферса. Это был магазин готового, изысканного женского и мужского платья. Такие магазины открывались в то время во всех европейских столицах. Казалось бы, что необычно. Однако в те времена наряды обычно шили у портных на заказ, а не покупали в готовом виде. Богатый ассортимент этого магазина предлагал также самые роскошные манто, шляпки и кружева. Одной из постоянных клиентов этого магазина была и Александра Федорова, супруга последнего российского императора Николая II. Так что место это было действительно престижным. Интересно, что прошло время, и в Европе больше не осталось ни одного такого магазина. Но, однако, имя этого магазина можно и сегодня прочесть на фасаде этого дома. А по Красному мосту проходит улица Горохова. От Адмиралтейства всего уходит 3 ключевых улицы. Так вот, она как раз одна из них. Но по первой из этих 3 улиц мы прошли только что, когда проходили под Синим мостом. Там проходит Вознесение. Ну и третьим будет Невский проспект, который будет следующим на нашем маршруте. А что же касается реки Мойки, то ее название всем хорошо известно с самых детских лет. Когда наши мамы и папы читали нам сказки Корнея Чуковского. Возможно, вы помните «Мой годы». И теперь головомойку делал мойка, годы. Прямо в мойку, с головою окурит. Вот на этой самой мойке мы с вами сейчас и идем. Название может показаться странным, часто спрашивают, откуда же это взялось. Дело в том, что долгие годы на территории, где сейчас находится Петербург, жили финно-угорские племена. И речку, по которой мы с вами сейчас идем, они называли Мелья, в переводе «мутная». И действительно, река брала свое начало на Парфеном болоте, и цвет воды был соответствующий. А когда здесь стали строить город, речку расчистили, и понятно для себя название Мелья, русские люди переиначили на свой лад и стали называть ее Мойкой. А Петербург – это, конечно, молодой студенческий город, где находится более 100 университетов. Так, во правую сторону здесь прикинулся ряд желтых зданий. Это корпуса всемирно известного педагогического университета имени Герцена. Долгий путь от императорского воспитательного дома до одного из крупнейших вузов страны насчитывает более 2 столетий. Далее за университетом Герцена с правой стороны светло-розовое здание с белыми колоннами пилястрами. Это дворец Слугина. Строгами принадлежали кроме русских купцов, промышленников и графов.
Ну а далее следующий цветной мост. Это мост Зимой, по которому проходит центральная магистраль нашего города Невский проспект. Сразу за мостом, пожалуйста, обратите внимание налево. Там располагается кафе «Гольфа» и «Пиранжи». Кафе «Гольфа» и «Пиранжи» еще в 19 веке очень любили посещать ветераны. Поэтому оно до сих пор называется литературным. Литературное кафе хранит традиции Петербурга былых времен. Именно из окна этого кафе Александр Сергеевич Пушкин последний раз смотрел на любимый Невский проспект. Потому что именно отсюда он и отправился на ту самую роковую дуэль. А в большом оранжевом здании, что справа по борту, располагался Демутов трактир. Дело в том, что в те времена трактирами называли не только питейные заведения, но также и гостиницы. После окончания Царско-сельского лицея Пушкин останавливался здесь несколько раз. Каждый раз он жил здесь по несколько месяцев и работал здесь над Евгением Онегиным. А также здесь же завершил свою знаменитую поэму «Полтава». Вообще, что касается биографии Пушкина, то надо сказать, что в юности он мечтал стать военным и видел себя в будущем правым гусаром. Но пока отец его говорил, и тогда Пушкин поступил на службу в Министерство иностранных дел, которое располагалось в здании, что слева от нас. Это здание главного штаба с аркой и колесницей слева. Оно имеет полукруглую форму, а своим парадным фасадом выходит на Дворцовую площадь, которая сейчас не видна с нашего теплохода, но продолжением ее является мост, который впереди от нас. Почему продолжение? Потому что мост этот достаточно широкий, на нем даже одно время располагалось небольшое кафе. А вот справа от моста были построены здания придворной певческой капеллы, которая сегодня бежевого цвета под красной крышей. С тех пор и мост называется Певческим. А до этого это был еще один цветной мост на койке, который назывался «Желтый» и имел соответствующий цвет. Обращаем на себя внимание, здесь и кружевная чугунная ограда моста, тонкая и поистине профессиональная работа. Только что мы прошли мимо кафе, в котором Пушкин побывал последний раз перед тем, как отправился на дуэль. А вот сейчас, через несколько мгновений, с правой стороны мы сможем увидеть и последнюю квартиру Пушкина, это Койка 12. Посмотрите, чуть далее справа можно увидеть желтое здание с черными балкончиками и черными фонарями над входом. Сегодня там, на Койке 12, располагается мемориальный музей квартиры поэта. А мы сворачиваем на земную канаву. I hope this video was at least a bit interesting for you guys. Subscribe on our channel. See you soon. Bye bye.